Очередная встреча действующего чемпиона мира против претендента. Джавахир Синдаров против Гукеша Дамараджу встречаются лицом к лицу на Гранд Чес Тур в Варшаве, Польша, 9 мая. Обладатель шахматной короны пихает пихунделя на Е4, Синдаров отвечает Е5. Уже с первых ходов королевские пехотинцы отправляются в бой. Конь F3, конь C6, слон B5. Кукеш приглашает Синдарова поводить по Испании. По теории прогоняем этого слона D6. Рокировка слон D7, защита Стейница в испанской партии. Если я не ошибаюсь, продолжает Гукеш играть по теории, и Синдаров решает закаруанить своего чернопольного слона на поле G7. Без колебаний Гукеш двигает пешку в центре, слон G7, ладья E1, конь F6. Нападалова на пешку E4, и надо как-то ее защищать. Слон G5 плохо, но можно, поэтому Гукеш играет конь D2, защищает пешку E4, испанский конь на G3, на E3. Вполне себе рабочий вариант. Уходит Синдаров в рокировку, конь F1, ED, CD, B5. Прогоняем этого слона. И эта встреча вторая после того, как Джавахир стал претендентом. Первую партию в Rapid он проиграл. Какой результат будет второй партии, сейчас будем посмотреть. Слон c2, и Синдаров вяжет этого коня. Слон g4 угрожает взятием коня на поле f3. И если забрать ферзем, теряется пешка на поле d4. Ну или же можно ферзем не брать, сдвоить свои пешечки по линии f. Гукеш Дамараджу играет слон e3, укрепляет пешку d4, конь d7, усиливает давление на поле d4, ладья c1, и пора бы этого жеребца разменять ради сдвоенных пешек. Ферзем забери, получи на d4 минус. Поэтому Гукеш раздвигает свои пешки и готовится принимать вражеского ферзя у себя на королевском фланге. Кстати, смею напомнить, если ты не подписан на мой канал, самое время поставить подписку, лайк оформить и написать, что ты думаешь по поводу этой партии. Чем закончится матч Гукеша против Синдарова в ноябре-декабре. Ферзь f6, Джавахир подводит своего ферзя и в духе рапидной партии сейчас будет пробовать атаковать d5. На тебе, прогоняем коня. Конь идет на e5, нападает на пешечку f3, надо как-то ее защищать. Можно подойти королем, можно сюда конем, или можно даже f4. Из этих трех вариантов Гукеш выбирает третий, пихает на f4. Конь c4, висит пешка на b2, можно ее просто двинуть вперед, что и делает Гукеш. Конь e3. Убираем важного слона, который защищает позицию белого короля. Fe забрал, ладья e8 и конь g3. Испанский стыд защищает эту пешечку. Готовится продвижение на f5. Из-за Джавахира есть интересный ресурс: сдвинуть коня на поле h5 и h4, продвинуть пешку на поле h3, подтянуть своего ферзя поближе на g2 и поставить мат. Ладья c8, ферзь g4 и ферзь e7. Освобождает место для своего мощного коня. Ферзь f3, Гукеш сразу его убирает из-под неприятных наскоков. c5 ударит Синдаров по центру. Этот берет на проходе, ладья c6 уже угрожает сдвоение ладей по линии С. Будем шлифовать линейку, нападать на слона c2 и нападать на ладейку на поле c1. Слон b1, сразу же предлагаем разменяться. Ладья c5, если хочешь меняться, будем меняться на c5 на моих условиях. Там можно будет забрать конем или пешкой. Гукеш ошибается, и Синдаров тоже выпускает свое преимущество. Лучше было бы долбануть на c1 и после c1 сыграть конь b6, чтобы засандалить второго коня на поле c4 с позиционными приобретениями. Но в партии последовала ладья c4. Гукеш штырит ладью на поле c4, забрал, и слон c2. Хочет пододвинуть свою селедку, завязать этого коника. Игра продолжается. d5, ошибка от Синдарова, a3 и a5. Ладья b1, вторая ошибка от Гукеша. Размен на поле b4, проходная пешка у белых достаточно
достаточно сильная, но не менее сильная проходная у черных, которая еще подкрепляется слоном с поля G7. Конь B6 забрал ЕД, получил шах, разменялись ферзями сопернички, и Гукеш допускает еще один зевочек, ошибочку, двигает пешку слишком рано вперед, что позволяет Джавахиру устроить ему угрозу. Слон d4, конем пришлось бы отступать, но тогда конь d5 с нападением на f4, ничего хорошего тут у белых не наблюдается. Но этот момент Джавахир выпускает, вместо этого он играет ладья c3, атакует белопольного слона. Слон отступает на e4, чтобы слона можно было вогрузить на поле c6, двинуть своего пехотинца дальше, чтобы выиграть фигуру черного коня. Прогоняет Синдаров сразу же этого слона и одновременно блокирует дальнейшее продвижение изолятора на поле f4. Слон c6, чтобы двинуть дальше, но это ошибочка. Точным ходом ладья d3 Синдаров парирует эти угрозы, угрожает слон d4, угрожает продвижение пешки дальше, ферзи, слон b5. Еще один зевочек, вроде бы напал на пешку, вроде бы не дал походить пешке дальше, но на самом деле это просто зевок пешки на поле d6. Чемпион мира зевает. Ай-яй-яй. Ладья c1. Гукеш подводит свой шкаф, чтобы как-то попытаться забрать его. Или что? Ладья d4. Нападаем на пешечку f4. Укрепляем свою на c4. Следует конь e2. Защищается Гукеш от угроз и тихонький ход ладья e4, сохраняя нападение и защиту на поле f4 и c4. Король f2. Защищаем коня. Пешечка двигается вперед. Король нападает на ладью, но ладья защищена. Падает еще одна пешка у Гукеша. Слон d3, чтобы не дать пойти пешке дальше вперед. Конь d5. Немножко неточность за Джавахира, но это не мешает ему победить в этой партии. Гукеш предлагает размен. Синдаров с удовольствием забирает. Следует слон b1 и конь b4. Гукеш сдался. Почему же он сдался? Нету защиты от продвижения пешки c2. Например, если сыграть конь d4, конь падает. Если подойти королем, все равно c2. Без фигуры Гукешина не потянет таких приколов. Жми лайк этому видео, подпишись на канал и можешь также посмотреть партию между этими соперниками принципиальными в Rapid. До новых встреч!